Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вардио. Я здесь вижу, у меня здесь есть гоблины. У меня здесь на самом деле такой огромный список, на чем можно сыграть. Вот прям посмотрите, здесь есть, во-первых, Хускар, Тайт, Вертолетик, Минер, Зевс, этот, тот, этот, сет. Ну, короче, прям, прям много. Много на чем можно поиграть. Но хочется мне попробовать сыграть через орков и магов. Но посмотрим, насколько это будет получаться. Вообще мне бы хотелось записать как-то богов плюс магов, либо же элементалистов плюс магов. Но именно тогда, там именно нужно, чтобы подфартило прям по фигурам очень хорошо. Если просто по фигурам не подфартит, то... Уши весла. Как-то так. Но... Короче, не знаю. Я как бы сейчас загадываю наперед, что я хочу показать, а как оно будет на самом-то деле, уже неизвестно. 100% воинов здесь не запишешь в этой мете, в этом патче, так тем более, потому что здесь и есть такие челики, как ведьмаки, а вторые есть это кунг-фу, которые просто будет разваливать воинов вдоль и поперек. Хотя здесь для воинов прям катка, ну, будь здоров, я бы сказал бы. Но это только лишь на словах, как говорится, потому что... Ну, воины реально в немете, и тут просто дальше не как рассказать о них больше. Все, нечего их рассказать. Воины в немете, вот и все. Что стоит знать, так это то, что воины в немете. Все. Грусть, печаль, плак-плак, go next. Так. Пока непонятно, что пока у меня есть. Потому что, в принципе, есть... неплохо баф орков со старта. Может быть, Тускар сейчас двоечку придет и будет прям шикардос. Но... Опа, резачок. Опа. Не, ну этот бафчик того стоит. Его со старта лучше ставить. Так как я думаю, что сильнее бафчика со старта ты не найдешь. Реально, со старта это прям шикарный баф. Отличный баф, я бы сказал. О, чувак аж ливнул со старта. Че он ливнул, вообще непонятно. На самом деле не понимаю таких людей, почему они ливают так со старта, но пусть. Это, наверное, ему панда не пришла, вот как мне сейчас. Мне эта панда пришла, а ему просто панда не пришла, и он такой, ливнуть. Ребят, еще хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии. Огромнейшее спасибо. Каждый лайк и комментарий, он продвигает мой ролик в рекомендациях, в тренды, поэтому мне становится намного легче добиться аудитории. И совершенно скоро у нас будет уже 1000 подписчиков. Осталось всего лишь 250 человек. Поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, если сейчас смотрит. Поддержите меня в этом плане. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу об обновлениях игры, о патчах, о роликах, о стримах и тому подобное и так далее. И плюс мы там общаемся. Грубо говоря, я создаю комьюнити. Да не грубо говоря, а у меня есть цель собрать комьюнити по игре, но именно, такое, знаете, своего. Было бы прикольно. Поэтому, кому это интересно, телеграм-канал в комментарии закреплен. Вернемся к игре. Что мы видим? А что мы видим? А мы тут особо ничего сейчас и не видим, на самом деле. Звери как-то сыпят неплохо. Я возьму пока что. Пока что возьму. Чувака уже гоблины мехи и лон друид на 4-м раунде. Серьезно? Я не знаю, каким он богам там ходил или что делал, но, ребят, напишите мне сейчас, вот прямо сейчас в комментариях, кому так же само повезло на лондруида на 4-м раунде. Чтобы вы понимали, лондруид со старта это овер сильный буст. Овер сильный буст. Это 100% означает то, что, скорее всего, он будет играть на суммонерах. Как бы, да. 100% это означает. Это 100% не означает, там, значит, что-то другое, типа, что он там, не знаю, придумает новую мету, схему, как играть и тому подобное. Нет, это означает, что он 100% будет играть сейчас на зверечках, суммонерах, их будет много, и это будет тяжело. Серьезно. 6-й раунд, точнее 5-й раунд, у него 2 лондруида. Ему сейчас приходит просто... Фурион, он апает его в двойку и до свидания. Это нормально? А можно мне этот вертолетик сейчас со старта прилетит? Вертолетик, минер в двоечку, Зевс в троечку. Да. Ну ладно, что я... Что я действительно, да? Каждый день мне такое приходит, и я сейчас возникаю.
Да. Ну ладно. Как таких людей назвать? Вот как? Как он это сделал? Цензурных слов не хватает от такой темы. Вот серьезно не хватает. Ладно. Надо отойти немножко от шокового состояния. Просто взять сейчас эту катку, развалить по полной программе. Но насколько у меня это получится сделать, конечно, не знаю. Попробуем. Главное сейчас выйти в уровень как можно быстрее. Мне нужен 8. Возможно, даже я буду выходить из инкама. Возможно, О, Гритер. О-хо-хо. Ты всю мою малину ломаешь, Гритер, ты ходячий. Я не хочу, чтобы Гритер в катке был. Он меня просто разорвет сейчас. Но на самом деле я надеюсь, что он вылетит раньше. Вот очень хотелось бы, чтобы он вылетел раньше. Но скорее всего, вылечу раньше всех я. Да. Плохо. Но дела, конечно, стоят вообще плохо, если честно. Роллы я не хочу, на самом деле, тратить сейчас. Вот, кстати, Гритер. Если я, конечно, потрачу сейчас, то, в принципе, плюсы будут. У меня будут двойки со старта. Это гарантированно у меня будет подъем на победу. Случайно что? Альтабнулся. Ой, альтабнулся. Аж тап нажал случайно. Ладно, орки приходят. Отлично. Хоть что-то меня радует. Может, через эгиду и пещерники. Эгида. Но можно было бы реально через нее сыграть и через богов сверху. А в этом есть кое-какой смысл, на самом деле, сыграть именно через нее. Кучу хп набить, собрать шмотки на хп, через богов, маску 5-го тира на отхил и просто уничтожать все и вся. Как вариант. Боги, пещерники, плюс эгида. Звучит интересно. Насколько реализуемо? Неизвестно. И мне неизвестно, насколько оно реализуемо. Но, в принципе, реально звучит интересно. Просто эгиду в тройку собрать через орков. Будет неплохо. Только нужны шмотки на отхил. Ну вот просто посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять. 5 двоек. Со старта 5 двоек имеет лондруидов в двойку. С 5-го раунда имеет просто прекрасный винстрик. Есть, конечно, еще Гритер, но, знаете, я как-то Гриттера не особо опасаюсь по сравнению с вот тем молодым человеком. Жалко, что еще орков немножко не рфанули. В принципе, через эгиду было вообще прекрасно играть. Ну, ладно. Приходит потихонечку, пусть приходит. На самом деле, эгида в тройку будет неплохо. Радиус огромный, урон огромный. Против зверей, кстати, тоже неплохо работает. Только отхила может не хватить. Со старта огромнейший нюк будет в радиусе. Там просто такой радиус в 3 клетки. Вот так. Так, орк апнулся, хорошо. Так, молнии. Вот эти вот все предметы на самом-то деле они мне не нужны. Хотя на самом деле вот эти вот молнии, они со старта сейчас очень сильные. Очень сильные. 100 урона магического до 3 целей. 20% единственное что. Но из-за того, что я играю, хочу играть по-другому немного, я их скипаю. О, классно. Барабаны. Мечтал о барабанах со старта. Дайте барабаны. Лишь бы побарабанить. Да. Ладно, сейчас посмотрим. В принципе, у меня есть некоторые идеи, через что можно будет играть. Ну, просто как его уничтожать? Как? Да невозможно. У него лондруид просто 316 хп. Имеет барабаны, которые просто бустят его нереально. Это бред, короче. Вот это вот бред, реально. Я бы также хотел, чтобы не приходило. О-о-о. Это хорошо. Со старта такого прийти.
Не знаю, на самом-то деле, можно этого орка оставить вместо эгиды. Хотя у эгиды тычка огромная. Но если эгида в двойку придет, тогда можно будет поменять на эгиду. В принципе, на самом деле, у меня есть одна идея, как по-другому поиграть. Но посмотрим. Хотя 4 орка со старта было бы уже сильно выставить. Но для этого мне нужен уровень, а на винстрике я уже не играю. Как бы. Если бы я на винстрике играл, тогда бы я 100% выставил бы уровень. Хо-хо-хо, гоблины со старта приходят. Ну, тут... Один ведьмак уже есть. Есть гритер. Играть на гоблинах... Смысл как бы есть. Но не огромен. Гоблины, вертолетик, там, в принципе, можно было бы собрать. Но цвет-то нет, но можно вертолетик собрать. Собрать вертолетик в троечку. И разваливать кабинеты. О, 6 дверей со стартом. Угу. А, это... Ну, в принципе, тут нету суммонеров. На самом деле, такие вот звери не... Ну, как он мне 2 раза подряд пришел? И опять корни сработали на акции. Серьезно? Как он мне 2 раза пришел? Ну, объясните мне, как это работает? Просто бред. Он 2 раза подряд не пришел. 2. Ладно, алхимик, извини. Ну, погуляй. Я не верю, что мне вертолетик со старта придет, поэтому я в более надежный билд пойду. Это орки мне нужны. Гида пусть будет. Я в шоке просто с него. Вот реально я с него в шоке. Опа, отлично. Гритеров он разобрал, походу, да, или что? А, он тоже ведьмаков собирает. Ведьмаки-тролли здесь будут. Ага. Тогда все понятно. Тогда мне все понятно. Раз там ведьмак-тролль собирается, тогда все понятно. Ну, как бы комментировать больше и нечего. Ну, я на самом деле просто думал, что будут ведьмаки-тролли, но я не ожидал, что у него будет... Ну, в катке их будет 2. Ну, тут уже 2 собираются. И это прям на самом деле немножко тильтованный момент, что их 2 собралось. Маги мне странно приходят, на самом деле. Магов нету. Чуваку уже котел там пришел, уже все пришло. Тут куча 2 пришло. Сейчас 8 уровень возьму. На 8 уровне я просто беру и ролюсь. По-другому можно, в принципе, ничего не говорить. Просто брать и ролиться. На 8 уровне. Ну, в принципе, есть у меня 5 штучек сердец. Сейчас будет 6 штучек сердец роллов. Может, к 20 раунду у меня... Ну, к 20 раунду у меня что-то довырисуется уже. Точнее, что-то донарисуется. Может, и гида, там, боги какие-то. 9 магов. Ого. Вот это вот действительно что ого. Со старта 9 магов это... Серьезно. Да, винстрик, конечно, у него лютый. Уже 7 уровень, куча денег. Так, надо брать уровень, выставить себе 4 орка хотя бы. Хотя бы. Не знаю, на самом деле, и хочется, и не хочется. Возьму дубликат. Пусть будет. Девять магов со старта это, конечно, сильно, но у него просто сейчас как бы нету такого, ну, такой мощи у этих магов. Слабоватые у него еще маги. Еще слабоватые маги. Но в будущем они будут намного сильнее, по-любому. А мне нужно как можно быстрее 8 брать. Реально можно собрать себе эгиду. Играть через нее. Надо было поменять немножко шмотки.
Просто если играть через эгиду, то реально это будет прикольно. Вот если так подумать прям хорошенько, то через эгиду прикольно будет играть. Орки, боги и эгида сверху. Тут просто еще есть жрец пятерка, что тоже прикольно. Так, догончик. Сюда. Так, этого надо как-то выносить побыстрее, демона. Демон ТБ, 8 сердец есть. Бога сюда. Выйду немножко из инкама. Лучше поставлю сейчас его. Хоть как-то, но он что-то кастанет сверху. И нет, догон я, наверное, все-таки ему отдам. В него я как-то поболее верю. Есть бесплатные роллы, есть бог. 2 жреца. Гритер. Ну, короче, надо против магов собираться. Это-то ладно, а этот, скорее всего, гоблина что-то там хочет. Ну ладно, тогда богов. Плюс орков и эгиду сверху. Угу, хорошо. Роллы есть бесплатно. Все, мне, в принципе, нужно только богов выставить будет. Но эгида, главное, чтобы сейчас пришла. Хотя бы в двойку уже. В принципе, этот орк, если что есть, то я смогу через него еще поиграть. Главное, отсамонить много всего. Какие жирные мне персонажи получились. Но будет тяжело их забрать, хотя эгида на самом деле будет выносить очень сильно под этой сборочкой. Орки, боги, это будет сильно. Меня не шотнут. У меня хп будет много против вот этих всех. Правда, боги как-то странно приходят тоже. Есть Зевс, в принципе. Можно будет, если что, через Зевса сыграть. Можно уровень взять. Можно было бы здесь на жрецах играть, но здесь и есть... Ага. Ха-ха-ха. Понятно. Понятно, ведьмаков выставил. Ну, это ожидаемо было, ведьмаки, ага. Маг есть, и второй маг есть. Короче, есть 2 мага противных. Не хочу против них играть. Любыми бы способами, каким-то образом бы это попытался бы искоренить. Очень бы хотел. Маурис Б. Тролль с механизмами. То есть он на роллы нацелился. Ой-ой-ой, мне GG. Не знаю. На самом деле, если он сейчас... Случайно тыкнул кнопку. И перестановка сработала. Молодец. Так вот, о чем это я? На самом-то деле... На самом-то деле... Можно сейчас взять... И сделать красиво. Перестроиться в жрецов. Вот просто перестроиться в жрецов. И порвать всех. Но единственный минус. Это есть... Ну, был гритер, конечно. Сейчас гритера нету, но можно будет сейчас 9 уровень взять. Будет потихоньку жрецы переходить. Просто взять всех своих, разобрать. Орков. И сделать себе жрецов. Ну, реально как вариант. Этот жрец есть? Есть. Этот есть тоже. Магическая тема тоже есть. Вот она. А если разобрать вот шмотки и просто ради прикола посмотреть, что выпадет? Ну тут... Не, ну тогда в таком случае это точно имеет смысл собрать ту сборку, о которой я сейчас говорил. Просто перестроиться в жрецов. Если бы жрец пятерочка еще пришел, то было бы вообще песня. Ой-ой-ой. Меня сейчас вынесут. И минусы, кстати, огромные есть в этой сборке. Минусов, я сказал бы, даже больше.
Хотя орки плюс боги тоже прям шикарно смотрятся. В принципе, закинуть... О, маг-дракон. Угу. Не знаю, 10 халявных роллов есть. Сейчас следующий раунд. И я просто буду ролить и смотреть. Хотя в идеале, на самом деле, реально собрать сейчас просто жрецов. Ни у кого, я думаю, этих предметов нету. Ну, сейчас давайте после раунда посмотрим. Я паролю, после раунда посмотрим еще. Ой-ой-ой, как мне Андрон. Сильно. У меня Battle Fury. Ну реально собрать жрецов. Это идеальная тема, просто перестроиться в жрецов и разорвать их всех. Да, почему нет? Сейчас просто главное успеть. Не успею, будет GG. Зевс. Ой, какая же игра идеальная. Немножечко для другого. Так, 4 жреца есть, 2 под контроль взял. Это плохо. Без апгрейда я чувствую, буду себя очень плохо. Некромикон еще нужен. Ой-ой-ой, рефрешер. Я не отдал шмотки. Это очень плохо. Это очень плохо, что я не дал шмотки. Все, мне нужно жрецов. Нужны жрецы. Нужны жрецы. И некромикон. Неплохо, кстати, его вынес. Тут маг есть. Вот, короче, маг самый опасен. Самое опасное это маг. Короче, сейчас нужно что-нибудь выставлять. Потому что ситуация так себе. У меня хоть есть рефрешер, но этот рефрешер до одного места будет, если меня так будут выносить. Тут главное еще от мобов не откиснуть. А чё ты не сумонишь никого? В чем прикол? Сфера ветра. О, прекрасный предмет. Отлично. Так, 4. Этих всех скип. Эти предметы скип. Вот так.
Эти предметы скип. Ну, тоже пойдет, кстати, предмет. Хоть и не идеален, но пойдет. 4 нужен уровень. Нужен уровень. Ну, посмотрим, насколько сейчас оно будет хорошо. На самом деле, неизвестно прям насколько, потому что есть несколько «но». Так. Вот один из них. Трех персонажей себе забрал. Прям так, знаете, затаил дыхание. Я надеюсь, что никто из них сейчас не возьмет себе этот кулончик. Вот очень хотелось бы, чтобы никто не взял кулончик. А еще мне очень бы хотелось, чтобы не упал Некромикон. Тогда вот вообще будет песня. 2 ведьмака собралось, 1 морской собрался, еще дракон собрался сверху. Да, молодцы, ребята. Просто красавцы. Хорошо играем. Я бы сказал, идеально. Так, 2 жреца у меня есть. Хорошо. Этот жрец, в принципе, мне не особо нужен. Мне хватит, допустим, 2 двоечек таких, в принципе. Но на самом деле лучше троечка, но если он придет. Придет, отлично. Не придет, плохо. Но что поделать. Надо сделать немножечко расстояние, чтобы могли у меня эти суммонить мои чувачки. Потому что если сейчас расстояния не будет, то они суммонить тоже не будут. Так, отлично. ТБ я забрал. ТБ из-под контроля ушел, но я шмотки у него позабирал. Тоже хорошо. Главное, чтобы сейчас не насуммонил я ТБшек всяких. Так, из-под контроля упали. Боже, как 9 секунд мало, конечно же, на такую билд. Очень мало. 9 секунд. Эх. Жестко, конечно. Там маг еще есть, вот в чем прикол. То, что маг есть, это тоже плохо. Так, ну я 5 персонажей под контроль беру. Хорошо, это половина. Дракон-маг. Я надеюсь, что он без каких-то там хороших предметов. И я надеюсь, что там, допустим, заберу сейчас эту панду. Котла. Я уверен, что они не ожидают такого поворота событий. Тут главное, чтобы ему сейчас вертолетик в двойку не пришел. У него хоть и цветы там есть. Но если в двойку вертолет придет, то будет, ну, пасочки у меня. Мне нужен Некромикон будет. Без Некромикона будет вообще тухло. Некромикон, вот это жрец в двойку. Будет вообще все. Ну, вообще все равно на самом-то деле. Отлично. Пока тьфу-тьфу-тьфу, более-менее, ну хорошо. Сейчас просто на 30-м раунде они, скорее всего, могут забрать шмотку. Вот, Некромикон чуваку упал. Я тоже хочу себе Некромикон. Если они... О, он сейчас себе вертолетиков в двойку сделает. У него... Он просто сейчас не выставил волшебников почему-то. Но он мог себе сейчас золотые фигуры делать. Боже, сейчас очень жестко будет против него. Я могу просто отлететь за 3 секунды против него. Ну, я даже не знаю, что сейчас лучше будет, конечно. Потому что у меня, я, конечно, забираю у него ТБ, и он у меня в единичку стоит. Это вообще, ну, не очень. Можно мне в двоечку там хотя бы, чтобы ТБ был. Пусть апнет себе фигуру наконец-то. Я не понимаю, ты что, фигуру не можешь себе апнуть? Обалдеть. Почему я должен страдать с Т1, ну, этим, ТБ? Мне нужен Т2 ТБ. Мне не нужен Т1, мне нужен Т2 ТБ. ТБ второго уровня мне не нужен. Ну, фу, блин, мне нужен ТБ второго уровня, мне не нужно все остальное. Боже, как там жестко. И самый рофл в том, что у него везде сейчас вот эти вот медальоны. О, что ты сейчас сделаешь? Да. Сейчас мне будет очень-очень больно.
Да, но я, в принципе, ничего и сделать с этим не могу, потому что мне сейчас будет очень больно. Некромикон нужен. Может, тогда меня и спасет это все. Но не факт. Я сейчас очень сильно зависю от персонажей. И тут, если он придет ко мне, то, скорее всего, я откисну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там снова у чуваков скрытые билды против меня. Так это все надо скип. Хрень пришла. Мягко говоря. Ну, вот вообще не из предметы пришли, и все. Мои, мягко говоря. Зачем они мне нужны? Непонятно. Так. А больше скипать я ничего не могу, сам рофл в этом. Прикол. Ладно, хп реген 20 я хотя бы могу оставить. О, некромикон, отлично. А ничего больше и не сделаю в этой ситуации. Плохо, конечно. Жалко, жрец не приходит. Какой же он жесткий, боже. Там вертолет в двойку со шмотками, он сейчас просто разорвет меня. Я не понял, а что произошло? Как он сделал так, что он проиграл? Как? Ума приложить не могу просто. Два кулончика у Трента, у этого. Плохо дело. Там просто все в кулонах сейчас. Боже, это ну, кринжует чуть-чуть. Ну, ситуация. Так, Тайд застанил, отлично. Просто минус еще один. Просто посмотрите, сколько народа я насумонил. Просто что делает два некромикона и рефрешер? Просто два минера. Просто подрыв. Минус один. Это было максимально эпично. Вот как надо играть на жрецах. Просто собрал себе жрецах. Играешь сначала себе на каких-то магах, на что-то таком. А, вот он гритеров резко решил собрать. Ах ты какой хитрый. Но ты уверен, что ты сможешь, даже если так? Просто у тебя... Хоть тут посмотрю. Вместо ютуба. Чувак гритеров все собрал, но понял, что какую-то он не тот. Вот что-то не то пошло явно у чувака. Тут задумил, конечно, меня одного, но... Ой, это жестко. Ну, это реально очень жестко выглядит. Просто, ну... Давай Дум, прилетай. Прилетай Дум в лицо сейчас, ну. Давай. Думчик, я очень жду тебя. Я очень жду, давай. Дум. Хватит стоять АФКшить, пожалуйста. Вот, отлично. Ты его задумал. Все. До свидания. Чисто переиграл всех. Я всех максимально переиграл сейчас. Тут, ну, здесь нечего добавить. Он попытался. Да, может быть, он Гритерова бы собрал бы, но он там через Трента вряд ли бы что сделал. Ну, мне так кажется, вот вряд ли. Да, мог попробовать, мог, но не вышло у него. Но, короче, оцените игру от 1 до 10 и жду это в комментариях, если что. А так, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.